Привет, друзья! Вы на канале Готовим просто, вкусно, быстро. Сегодня у меня 5 вариантов приготовления котлет. Советую попробовать каждый рецепт, а потом решите, какой больше понравился. Первым рецептом будут зразы ленивые. Отличный вариант для сытного ужина или обеда. Для приготовления нам потребуется говяжий фарш и фарш с филе куриной грудки. Если у вас нет говяжьего фарша, не беда, приготовьте из куриного. Тоже будет очень вкусно. Фарш хорошо вымешиваю, солю, перчу. Если очень густой, то добавьте немного водички или молока. Можно сметану. Все хорошо перемешиваю, пока уберу. Еще нам потребуются грибы и лук. Я их мелко порезала. Яйцо. Из него я приготовлю яичный блин. Яйцо взбиваю вилкой, выливаю его на разогретое масло и обжариваю с обеих сторон. Готовый блин уберу остывать. Обжариваю лук до полуготовности. Добавляю к нему грибы и жарю до готовности. Солю. Готовые овощи уберу остывать. Пока они остывают, нарежу яичный блин. Чем мельче, тем лучше. Нарезанный блин добавляю в фарш. Сюда же выкладываю остывший лук и грибы. Еще я добавляю сюда сухой базилик. Но это по желанию. Все хорошо перемешиваю. Руки смачиваю водой и делаю сразу. Вообще они по форме должны быть как котлеты, но я придам форму биточков. Обваливаю в муке, можно в панировочных сухарях. Подготовленные зразы выкладываю на слегка подогретое масло и обжариваю их на среднем огне, накрыв крышкой с обеих сторон до золотистого цвета. Примерно 10 минут. Готовый зразу снимаю с плиты, выкладываю на тарелку и подаю к столу. Как видите, получились они очень сочными и вкусными. У нас в семье такие зразы теперь частые гости на столе. Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится. Кстати, если не хочется возиться с обжаркой овощей, то добавьте их в фарш в сыром виде. Так тоже вкусно. Котлеты, можно сказать, диетичны. Благодаря необычному способу приготовления получаются они очень вкусными и сочными. Для приготовления фарша я буду использовать куриное мясо, филе голени, грудки и бедрышек. Еще нам потребуется мелко нарезанный лук, чеснок, молоко и булочка. Я ее замочу, пока уберу. Пропускаю мясо. Добавляю вымоченную и отжатую булочку. В готовый фарш добавляю лук, чеснок, солю, перчу. Вливаю оставшееся от булочки молоко. Фарш хорошо вымешиваю и отбиваю, пока уберу. Приготовлю молочный соус. Беру 100 грамм молока и 1 столовую ложку муки. Солю. Добавляю сухой укроп, можно свежий. Все хорошо размешиваю. Выливаю подготовленную смесь на разогретую сковороду и постоянно помешивая, провариваю до загустения. Снимаю с плиты. Смазываю форму для запекания маслом. Формую котлеты. Делаю в них с помощью ложки небольшие углубления. Заполняю их густым молочным соусом. И посыпаю натертым сыром. Сбрызгиваю маслом. Ставлю разогретую духовку до 220 градусов на 20 минут. Время запекания смотрите по своей духовке.
Готовность котлет проверяю с помощью ножа. Готовые котлеты вынимаю и подаю к столу. Подать к ним можно картофельное пюре, отварные овощи. Я подаю их с брокколи. При подаче можно полить котлету соком, получившимся при запекании, или красным соусом. Ну, очень вкусные котлеты получились. Сочные, нежные, благодаря молочному соусу. А эти котлеты я называю выгодными. Они действительно таковыми и являются. Получаются сочными и очень вкусными. И в то же время, если у вас в наличии немного мяса, то вполне достаточно, чтобы докормить семью вкусным ужином или обедом. Натираю на мелкой терке картофель, отжимаю его, крахмал сливаю. Также натираю морковь на мелкой терке. Добавляю сюда мелко рубленый чеснок, мелко шинкую лук и капусту. Если капуста жесткая, то перетрите ее или пропустите через мясорубку. Я еще добавляю сюда мелко порезанные стебельки петрушки и укропа. Кладу подготовленный фарш. Солю, перчу. Можно добавить любую приправу, какую любите. Вымоченную в молоке можно в воде булочку. Фарш хорошо перемешиваю и отбиваю его. Насыпаю на тарелку панировочные сухари, формую котлеты. Обваливаю их в сухарях. Наливаю на сковороду масло и выкладываю котлеты. Нагрев убавляю, чтобы они не пригорели. Накрываю крышкой и обжариваю их с обеих сторон до золотистого цвета, по 5 минут с каждой стороны. В конце добавляю буквально 1 столовую ложку воды. Ставлю нагрев на минимум и довожу котлеты до готовности. Овощи внутри не должны быть сырыми. Вот такие котлеты у нас получилось. Подать их можно с любым гарниром или с салатом. Получились они очень сочными. Овощи внутри приготовились. Жаль, камера не передает запах и аромат. Вкусные котлеты. От них еще никто не отказался. Давайте готовить. Ингредиенты вы видите на экране. Лук, кабачки. Я их замораживаю в сотни. Они у меня уже натерты, но я их тоже отправлю в блендер. Добавляю сюда филе куриной грудки и все перемешиваю. Если нет блендера, то мясо пропустите дважды через мясорубку. Готовый фарш выкладываю в посуду. Перчу, солю, вымешиваю. Добавляю немного сливок. Можно добавить молоко или воду. Фарш перемешиваю и хорошо его отбиваю. Формую котлеты, обваливаю их в сухарях. Я их делаю сама. Сушу хлеб, а затем перемалываю в кофемолке. На сковороду наливаю немного масла, хорошо его разогреваю. Выкладываю котлеты и обжариваю их с каждой стороны секунд по 30. Нам необходимо, чтобы образовалась корочка. Добавляю немного воды и ставлю котлеты в духовку на 200 градусов на 15 минут. Время приготовления и температуру смотрите по своей духовке. Готовность проверяется с помощью ножа. Если выделяется прозрачный сок, то котлеты готовы. Готовые котлеты выкладываю на тарелку. Подать их можно с любым гарниром. Я подаю с капустой по-гурийски. Как ее приготовить, смотрите на моем канале. Ссылка под видео. Котлеты получились очень сочные и вкусные. Это отличный вариант для тех, кто следит за своим здоровьем. Популярное в Швеции блюдо бифштекс лингстрём. Получается сытно, вкусно и бюджетно. Для его приготовления нам потребуются следующие продукты. Фарш, свекла, картофель. Я их отварила в мундире. Лук. По рецепту идут каперсы. Я взяла маринованные огурцы, мелко порезала. Яйцо и молоко. Подготовлю все продукты. Картофель натираю на мелкой терке. Лук мелко шинкую. Отправляю его к картофелю.
Перемешиваю, пока уберу. Свеклу также натираю на мелкой терке. Фарш у меня куриный. По рецепту идет фарш из свинины и говядины. Выкладываю подготовленные продукты. Картофель с луком, свеклу, огурцы, яйцо, молоко, солю, перчу. Фарш хорошо вымешиваю. Смачиваю руки водой и формую шницель. Делается он как и биточки, только большего размера. Наливаю на сковороду подсолнечное масло. Можно обжарить на сливочном. Даю ему нагреться и выкладываю бифштекс. Обжариваю с обеих сторон по 4-5 минут. Нагрев немного убавляю. Готовый бифштекс выкладываю на тарелку и подаю к столу. Подать их можно с любым овощным салатом. Каким именно, можно посмотреть на моем канале. Ссылка под видео. Как говорила выше, это очень вкусное и сытное блюдо. Кстати, такие бифштексы хороши даже в холодном виде. Попробуйте приготовить. Думаю, что вам обязательно понравится. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.